Друзья, всем привет! Меня зовут Вера. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас замечательная погода и вдобавок выходной, суббота. Это значит, мы сможем сегодня проехать на блошиный рынок, посмотреть, что там продают, есть ли там антиквариат или нету. В общем, посмотрим всякие безделушки, что там есть. И я, как всегда, вас беру с собой. Вы будете первыми зрителями. Поэтому, кому интересно, присоединяйтесь, пойдемте смотреть. Я еду по этому маршруту первый раз. Доехала я до форума. И от форума немножко вернулась, вышла на большую дорогу широкую и иду. Еду первый раз. Что по пути встретиться, не знаю. Поэтому будем снимать все самое интересное. И вы будете все смотреть. Все, друзья, погнали. Немного прошла, смотрю, здесь рыночек есть. Сейчас хочу зайти посмотреть, дороже он, чем у нас в Тедже, или дешевле. А так я шла вот с этой площади, вот кольцо, и мне нужно будет идти вот туда, вперед. Заскочу на рынок на пару минут, гляну. Посмотрим рынок небольшой, смотрите. Артишоки продают уже, видите, чищенные. И вот такие. Спросила артишоки, 70 лир стоит одна штука. И клубника, ребята, вы посмотрите, какая красота. Стоит всего 100 лир. Попробую, понюхаю. Ароматная какая. Такой чилек. Продают уже, смотрю, сливы. Какие-то. Это алыча, наверное. Такая зелененькая, не знаю. Напишите, если кто знает. Сколько она стоит, не вижу. Сейчас спрошу. Ребята, такая слива 400 лир стоит. Дорфьюз. Капец просто. Вот это цены на зеленую сливу. Я просто даже не ожидала. 400 лир. С ума сойти. Рынок большой, очень много всего. Смотрите, огурцы очень дешево. 35 лир. Да, дешевле, чем у нас в Тедже. Посмотреть, почем зелень. Ну, здесь дешевле, 15 лир стоит. Ох, как поливают ее, чтобы была свеженькая. Сейчас сравним баклажаны. Посмотрите, 40 лир. Я последний раз брала за 70 у нас. Ребята, ну что хочу сказать. Цены на порядок дешевле. Я не знаю, чем дальше от района, где много русскоязычных, от Теджа, да, ближе туда к Чирше, все рынки намного дешевле. Здесь больше живут турки в основном, и русскоязычных или иностранцев очень мало. Поэтому цены намного дешевле. Это очень хорошо, но ехать далеко. Но мы идем дальше с вами. И смотрите, чуть дальше пройти продают сыры. Смотрите, в каких таких кадушках. Это молодые сыры. Я не знаю, бухач лира берта на кило. То есть берки и чьюс. 300 лир стоит сыр килограмм. Здесь везде такие киоски есть. Это хлебушек продают, экмек. Работает, видите, с 7 часов утра. И намного дешевле, чем в магазинах хлебушек. И продается все. Это частное подворье, все привозят. По 40 лир яблочки Эльма. Вот так полностью здесь, видите, такая пешеходная зона. И все привезли и продают. Вот такие сливы, видите, сейчас все такое зеленое. Это персик, по-моему, мелкий зеленый, но турки это обожают. В общем, всего много. Это как на любом рынке привозят на самый большой рынок. Это перекупы продает, а чуть дальше это все то, что люди вырастили своими руками. Яйца домашние, сколько они стоят? 7 лир. Здесь продают, видите, миндаль. Есть фасоль, нут, булгур. Все есть. В очень большом ассортименте. И разные сиропы, масло оливковое. Все есть. И семечки, все есть. Да.
Очень все домашнее, женщина говорит, все домашнее. Да. Ребята, я шла вот отсюда, дошла, вот видите, табличка Grocery и трасса большая. Это параллельная трасса D400. Я вижу впереди там есть пешеходный переход воздушный. Сейчас я перейду, потому что мне нужно перебраться на другую сторону дороги. На эскалаторе поднялась, хочу показать вам немного города. Это вот трасса параллельная D400. Уже цветут деревья. Воздух такой, знаете, летний. Очень удобно, что переходы есть. И сейчас подойду на другую сторону. Посмотрим немного. Смотрите, как красиво, да? Трассу разделяют, везде пальмы. Деревья, где пустые были, вот видите, листики начали распускаться. Какая красота! Сейчас перейдем, спустимся вниз, и нам нужно вот туда, на ту сторону, и вперед идти. А дальше будем искать. Дороги сама не знаю, поэтому будем искать этот рынок. Можно спуститься на лифте, очень удобно, но мы пойдем вот сюда, по лесенке спустимся, проедем немножко. Красота, да и только. Пишите, как у вас погода, тепло ли или еще холодно. У нас уже скоро лето, наверное, будет. Надеемся, что дожди закончатся, все будет хорошо. Ребята, я удивляюсь, да, почему турки едят зеленое. Вот это все любят. Оно дорого, сливки вот эти все, миндаль зеленый. А потом вспомнила, вы знаете, вот когда были детьми, да, мы также любили, помните, яблоки, вот только белый налив особенно. Они еще зеленые, кислючие. Насобираешь, я не знаю, кто любил сахаром посыпать, кто солью. Напишите, любили вы такое дело в детстве или нет? Кто захочет потом пройти по моему маршруту, вот смотрите, Grocery, и мы вот сюда идем. Не знаю, правильно или нет, но, в общем, мне кажется, сюда. Какие деревья, гляньте. Все в цветах, просто шикарно. Солнышко подпекает, ну прям лето, не знаю. Если бы не запланированная моя поездка на это, можно было бы позагорать. Очень тепло. И это радует. Прохожу футбольное поле, смотрю, детки занимаются. В Турции вообще очень много таких для детей разных школ, спортивных комплексов. Это очень хорошо. Идем вперед, посмотрим, что здесь еще есть такого интересного. Ребята, идешь, смотришь, трава зеленая, птицы поют. Так радостно. Смотрите, уже начинают завязываться цветки оливок. Видите, маленькие-маленькие бутончики. Скоро зацветут. Я так думаю, что нужно мне собраться, взять с собой плед, что-нибудь вкусненького и приехать на Мерсинскую набережную. Там же, знаете, пальмы, очень красиво все. Посидеть, покушать, попить чай, отдохнуть, на море посмотреть вместе с вами. В общем, провести хорошо время. И потом очень удобно, что можно туда добраться на велосипеде, не тащить это все в руках. Ребята, пишите в комментариях, хотели бы вы прокатиться со мной на набережную, покушать вкусненького чего-нибудь нужно приготовить или нет. Я иду по дороге и смотрю. Видите, вот трасса, она туда заворачивает. Но мне кажется, в ту сторону не нужно. И вот здесь такой, видите, немножечко поворотик, как бы в эту сторону. Мне кажется, все-таки сюда. Я смотрела по карте, но если память не изменяет, вроде бы сюда. В общем, идем искать. Как я люблю такую погоду, когда тепло, солнышко светит, птицы поют, нет дождя, можно куда-то пойти или поехать. Ой, это вообще, не знаю, я не могу сидеть дома. Меня просто распирает, нужно обязательно куда-то лететь.
или ехать. Ребята, как вы любите такие походы? Или любите по магазинам походить, или дома отдохнуть, посидеть? Сейчас поверну камеру, покажу, как апельсины цветут. Какая красота! Подхожу к дереву, аромат обалденный. Смотрите, кто там, да? Чулочка такая работает, трудяга. Вот она, маленькая. Цветет все, очень ароматно. И наверху, смотрите, еще сколько апельсин. Вот они внутри так прячутся. Вот если присмотреться за веточками, видите, очень много. Но эти апельсины, они невкусные. Это декоративные. Они по всему городу растут. Их кушать невозможно, они горькие. Так, ну что, я опять пришла. Дорога, видите, вниз идет. Но туда, я думаю, не нужно. Сюда и сюда. Вот куда идти? Помните, как в горах искали водопад? Я думаю, может, сюда? Ладно, пойду сюда. Потому что там, смотрю, что-то белое перекрывает. Может, тупик. Все, пойдемте сюда. Надеюсь, найдем этот рынок. И посмотрим все. Немного покажу вам турецкие домики. Как живут турки. Есть двухэтажные. Есть более высокие дома. Ой, ну как пахнут апельсины. Смотрите, везде, везде эти деревья. Ароматы сумасшедшие. Так, пойдемте туда. Не знаю, правильно ли я иду. Но как-то мне чутье говорит, что нужно туда идти. А смотрите, какой дом интересный. С такими картинками. Так интересно оформлен. Это детский садик. Такое здание с картинками для деток. Так, ну мы идем сюда. Не знаю, там еще какие-то дома есть. Так выглядит район. Я вышла вот сюда, прошла отсюда, вот сюда вышла и смотрю, вот там вдали табличка «Пазары». Скорее всего, это рынок. Проходим мимо таких домов красивых. Машина сейчас надо пропустить все аккуратненько. То они любят прям по ногам проехать. И вот такой еще садик детский. Хочу показать, смотрите, уже шелковица как спеет. Вот веточку давайте вот это. Смотрите, какая. А вот здесь уже такая длинная ягодка, смотрите. Красная шелковица, огромное дерево. Но спелые ягоды падают на землю, такие черные пятна получается. Она, видите, еще не везде поспела. Вот такая вот маленькая, вот черненькая, коротенькая. Котейка где-то так жалостливо мяукает. Не знаю где, где-то вот. А вот он пошел, бедненький. Жалко таких этих котиков всех. Я, по-моему, подошла. Вот это рынок, скорее всего. Табличка, да, похоже. Сейчас зайдем, посмотрим. Да, это рынок. Но я сейчас обойду и зайду с центрального входа. Вот такая табличка большая. На входе табличка, написано, что в какие дни продается. Вот Першембе, да, это в четверг, это социальный рынок идет. Чаршамба, это среда, это крестьянский рынок. Сюда привозят частные подворья и продают, ну, у кого что есть, кто вырастил, какой урожай. Джума, это пятница, это женский рынок. Женщины продают свой товар, они вяжут, многие кто-то готовит, в общем, все есть. А Джумартеси это суббота, и в субботу антиквариат. Как говорят, кто ищет, тот всегда найдет. Рынок мы нашли, сейчас пойдем посмотрим, что на прилавках лежит интересного, что они предлагают. В общем, друзья, пойдемте смотреть. Немного здесь темновато, так как навес. Покажу сначала весь рынок. И потом пройдем по рядам. Ну, давайте с этой стороны, по левую руку, и начнем. Здесь игрушки детские, разные безделушки, браслетики. Вот такие какие-то, смотрите, украшения интересные, да? Очень много всего. Даже очки продают.
И куклы, видите? Ну, это все вот такое. Это все бижутерия. Ну, вот эта куколка такая интересная, да? Наверное, старинная. Смотрите, какая она. Продают merhaba. Всего очень много. И Benim книги. misafirim var burada. Orijinal kitaplar bunlar. Оригинал? Книжки в оригинале продают. Ну, все на турецком языке, поэтому для меня сложновато еще, чтобы так переводить все и читать. Здесь же украшения продают. Чего здесь нету? Похожие, как у нас, самовары турецкие. Видите, чайники сверху для заварки, а здесь для кипятка. Шкатулки, слоники. Помните, у нас были такие с кости? А это также с какого-то камня. Несколько слоников. Вот такие интересные. Тяжелые. Видите, для чашечек. Бижутерию в огромном ассортименте. Смотрите, все есть, да? Ну, кто любит такие разные украшения. Пластинки. Ну, смотрите, наша молодость, да? Ребята, Beatles. Есть турецкие. Очень много. Хош булдук. Очень много пластинок, конечно. Есть, смотрите, проигрыватели. И часики. Смотрите, какие интересные. Темновато немного. Рынок большой. Чего только нету, да? Смотрите, какой граммофон. Ручка такой, все прям. Очень интересная модель такая. Я не знаю, сколько лет. Ну, такие патефоны. Все старинное. Стоят такие вещи, наверное, очень дорого. А такие вот кассетники, помните, наверное, первые? Ну, немного отличались, бобины. Я помню такие, да. Немного темновато. Смотрите, какие машинки интересные, да? Здесь и дверцы открываются, все в миниатюре сделано. А вот какой интересный, такой круглый граммофон. Или, я не знаю, как его правильно назвать. Напишите. Вот такая игрушка. Смотрите. 1300 лир стоит. Всадник на коне. Да, все то, что уже ушло. Помните, такие диски для проигрывателей такие. И кассеты, боже мой. Такие кассеты, помните, если заедала пленка, на ручку и прокручивали. Да, по 100 лир. Ну, есть цена разная, смотрю, 2 штуки 400 лир стоит. Все в ассортименте. Тут же продают часы, будильники. Часов очень много, женские, мужские. Вот такие интересные часы, смотрите. Видите, как такая девушка. Hello. Merhaba. Merhaba. Bak bir tane daha göstereceğim bunu. Еще хочу показать, смотрите, лампа Аладдина, да? Я не знаю, это для чего-то. А вот еще мне показали часы, которые антикварные. Угу. Очень красивые. Гюзель. Пройдем немного дальше, посмотрим. Также, видите, игрушечки такие интересные. Но это уже не металл, а какой-то другой материал. Пластик, наверное, более плотный. Для принадлежностей, смотрите. Здесь, наверное, перо ставили или чернила. Такая плотная она. С камня, наверное, сделана, да. Очень интересная вещица. Хочу показать, какой был дорожный набор для мужчин. Смотрите, интересно, да? Он закрывался, вот эти штучки закрывались. Первый раз такое вижу. Необычная вещь. Потом еще здесь что-то такое. Очень много всего. Как раз достают товар, выкладывают. Какие-то, видите,
Это для курения, наверное, что-то вот. Видите, а может и нет. Или для табака, может, я не знаю. Вот такая вещь. Если кто знает, подскажите, для чего это. Есть без крышечек, а есть, я смотрю, вот такая, видите, она с крышечкой закрывается. Да, я вижу, да. Видите, показывает, это для духов. Такая штучка специально, видите, как с иголочкой. Наклоняете сюда, иголочку макаете и на себя. Для духов интересно. Türkmenistan yapımı. Türkmenistan. Да, понятно. Все, говорит, это турецкое. Такие интересные, конечно, вещи. Değerli taş. Он говорит, что это натуральные камни. Стоимость такой штучки 200 лир. 200-300 в зависимости от размера. Здесь же продают ножи в таких футлярах. Ну, доставать я не буду. Очень много. И часы, смотрите, какие интересные. Темновато здесь. Вот так камера сейчас фокусируется немножко. Когда идешь под навесом, темновато. Сверху солнышко светит, и получается с другой стороны, и не все видно хорошо. Поэтому, друзья, не обижайтесь, если где-то нечетко показала все вот это красоту. В большом ассортименте бижутерии, камни натуральные, кольца такие, смотрите, интересные, как сделаны, да? Ну, это все такая бижутерия, я не знаю, что за металл, но такая она легкая. Видите, какие перстни. Продают разные ковры, много картин, какие-то вещи, видите. Эти плели сами, крючком вязали, наверное, да, женщины. Очень много всего. И такие вот вышивки, я помню еще, мы в школе когда были, вот уроки труда, мы как-то вышивали и старались вот такие поделки делать. Пишите, делали вы так, вышивали крестиком или крючком вязали. Очень интересные такие вещи. Но это все старенькие вещи, видите. Картина такая. А посмотрите, какой казан под низом. Какой-то старинный. Совсем обойду. С другой стороны покажу вам. Видите? Какие ручки кованые. Это все старинное. Сумочки такие. Ткали их, наверное, на станке. Знаете, такие вот станки есть, которые... Ну, они везде были. И у нас такие, я помню, еще старые вот в музеях стоят станки, на которых ткали вот это все. Это все натурально сделано. Видите, своими руками люди делали. Здесь же продают чашечки турецкие. Вот такая чашечка для кофе в ассортименте. Потом вот такие фигурки какие-то интересные. Ну, это с гипса сделано и с позолотой покрашены. Такие подсвечники. Такой тяжеленький. Подойду сюда к витринке. Смотрите, здесь шкатулочки. Да, старенькие все такие. Интересные, здесь с камушком сделаны. Это, скорее всего, мельхиор. Видите, потемнел он уже немного. Нужно чистить все. Очень много. Есть фотоаппараты. Я помню, такие Panasonic у нас когда-то был, когда они появились первые. Ну, потом все выбросили. Очень много всего было. И такого плана. Все повыбрасывали. Бижутерия. Что еще? Сумочки. И такие браслеты везде. Вот такой еще какой-то браслет есть. Очень много разных. Но это все бижутерия в основном. Подойду сюда к стоечке, где посуда. Люди немножко подходят, уже побольше становится. Посмотрим, какие чашечки. Смотрите, какие махонькие-махонькие. Прям на один глоток буквально кофе. Вот такие интересные. Вот такая чашечка. Ну, все в основном штучные. Это, скорее всего, Мадонна, наверное, да? Сервис такой был. Одна чашечка осталась. Такая еще интересная. Смотрите, внутри она какая.
Такая легкая-легкая, фарфор тончайший. Кстати, в Тедже есть антикварный магазин, я как-то снимала. Там также есть посуда, очень много. Супница. Красивая сервиза, но здесь не полностью сервиз. Для фруктов такая штучка интересная. Франция? Французский говорит. Вот такие блюда большие. Такая для фруктов. Угу. Угу. Франция, да. Все это. Вилки, ложки, но это не серебро, это мельхиор. А вот смотрите, какая часть, да? Вот здесь ручка должна была быть, она, видите, отломана. А так вот, видите, как накладывать салат. Интересное. Это вот видно, что старинное. Вот еще такая есть. Но это уже более современная. Позолота, ну, такая вся. И это раритет. Но я еще застала машинки. Ну, не такие, конечно, но печатные знаю. Даже пробовала печатать как-то. Что здесь еще посмотрим? Машинки маленькие. Вот смотрите, какие. Кто любит машинки в коллекцию. Есть без упаковки. А есть уже упаковочные такие интересные модели. Конечно, сложно определить, старая эта вещь или не старая. Нужно быть хорошим экспертом в этом. Я не эксперт. Я просто смотрю и показываю вам. Делюсь то, что есть, что продают. Чуть дальше отошла. Здесь, посмотрите, книжки. Ой, это как комиксы, помните, с картинками? Я не думала, что... Кстати, они еще, говорят, еще выпускаются. Это старые, но еще в Америке такое дело. В Японии это очень любят. Все больше и больше народу прибывает. Посмотрим еще. Мы ходим рядами. Первый ряд мы прошли, сейчас на втором ряду. Посмотрим, что здесь. Сумочки. Такие кожа. Да, кожа, полностью кожаная сумка. Вот такие еще маленькие, полностью кожаные. Есть кошельки. Есть дермантин. Есть, скорее всего, кожаные. Кожа. А, да? Спасибо. Кошелечки все кожа. Девушка мне сказала, все с Европы приходят. Такие еще. Такой интересный, смотрите, кошелечек. Он с такой веревочкой идет. И кепочки. Очки такие интересные. Разные. Вот такая модельчика. Стоит 250 лир, недорого. И такие куклы. Здесь зажигалки есть, но бензина вот для них специального. А, это новые? Да, очень редко где можно найти. Я смотрю, Зиппа такие. Я спрашивала как-то, да. Очень сложно в Турции с этим. Такой свисток Мексика. А это что? А, кубик. А, понятно. Да, да. Рисунок. Угу. Что не открывай, Да, да. какой-то этот. Очень интересно. Очень красиво. Да, красивый. И сколько такой стоит, дорогой? 600. 600 лир, да, такой стоит. Ну, интересный, да? Да, тоже с Европы. Да, как кубик Рубик. Мечи с автографами. Да. Это, Это настоящий автограф. да, с ума сойти. Стоит, наверное, как крыло от самолета, нет? Нет, не kadar da bu? 1500. 1500 лир стоит такая красота с автографами. Есть такие интересные вещи, да, и вещи как с нашего молодости, с детства. Знакомые, я думаю, для многих. Пишите, знакомы ли вам такие вещи, да, игрушки и все это такое интересное. Пройдем немножко. Здесь даже трубки есть, смотрите, какие. Здесь еще есть монограмма
да, что-то. А серия и набито очень мелко написано, стерто. Уже курили очень много, наверное, с этой трубки. А может и нет, смотрите. Не видно, камера не фокусирует. Еще вот такая трубка интересная. С какого-то дерева сделана. Их много здесь разных. Ножи, вот такие еще. Пистолеты. Ну, это детские, наверное, игрушки. А ножи раскладные. Вот такие. Очень много всего. Четки. Вот такие, смотрите. Видите? Вот такие. Рюмочки. С металла сделаны. Не знаю, какой металл, но уже нужно чистить их. И вот такая интересная штучка. Ой, она как-то шатается прям. Не буду трогать. Ну, а здесь денежки, наверное, со всего мира. Смотрите. Очень много. Каких только нету, да? Народная банка Югославия. С ума сойти. Чего здесь только нету. Любая валюта. Нумизматика пошла, видите? Монетки. Смотрю, витрина с ножами. Смотрите, какая сталь, наверное, острые. Какие тяжелые. Вот этот еще. Ну вот это чувствуется, нож такой тяжелый. Металл какой-то кованый. Четкие, подарочные. Такие еще, вот смотрите, с рисунком. Да, нужно в этих вещах, конечно, разбираться, чтобы понимать, стоящую ты вещь покупаешь или так ерунду какую-то. В общем, нужно быть профи. Смотрите, какие ключи раньше были, да, делали. Тяжелые. Хочу поближе показать. Смотрите, какие интересные статуи, фигурки. Из фарфора сделаны. В японском или китайском стиле. Угу. В общем, я спросила по 2000 лир. Угу. Это да, такая красивая. Угу. Тарелочку хочу показать. Это из дерева она сделана. Это Кения. Я не знаю, что за дерево, но такая она легкая. Красивая работа. И фигурка такая. Тоже Кения. А, слоны еще. Это, да, с дерева и уши кожа. Слоны. Ну, какое-то дерево, да, темное. Напишите, если кто знает, ребята, разбирается в этом. Потом вот такая еще интересная штучка, видите, для фруктов. Угу, очень красивая. Помните, если у кого была такая машинка для стрижки? Я помню, у меня отец даже стриг вот такой, ну не меня, а соседа. Приходил, и он стриг вот похожей машинкой такой. Как это давно было, Господи. Очень давно. Что здесь еще интересного есть? Слоны из камня сделаны. Такие тяжелые. Поднимать не буду. А это, видите, чашечки там для кофе, чтобы не остывал, накрывается. Интересные. Утюги старинные. Такие сюда угли бросали, разбрасывали, да. А, он еще закрывается, видите, как интересно. Угу. Тамам. А вот это что такое, непонятно, то ли самовар какой-то, то ли какая-то это. Мангал? А это такой мангал, с ума сойти, смотрите, туда угли, сюда это. О, это уж точно старинный. Очень красивый. Чё, гюзель. Ребята, такой мангал стоит $2000. С ума сойти. Я перешла уже на последние два ряда. Сейчас пройду по этому. И в заключение последний ряд будет. Посмотрим, что здесь есть интересного. Какие-то фигурки я смотрю.
А, это из дерева сделано, видите, покрашены. И обязательно бижутерия. И очень здесь много. Это все из камня. Я смотрю, пепельницы. Очень тяжелые такие тарелки. Это маска такая интересная. Это из дерева. И кофе молоть. Видите, какая кофемолочка маленькая. Вот такая. Еще такая птица. Посмотрите, она на ножках, да? Наверное, для сладостей. Положить кусочек лукума. Или еще какую-нибудь сладость для чая. И весы, смотрите. Помните, такие были в магазинах раньше? Еще 2 тарелки здесь было. Да, здесь гирьки, все есть, видите? Я это все застала. Какая я древняя, да, ребята, скажете? Ну, что делать, древняя. Никуда от этого не денешься. Жизнь идет, мы стареем с годами, не молодеем. А я родилась еще в Советском Союзе, поэтому много лет. Будет в апреле, скоро, кстати, 58 лет. Здесь лампы разные. Ага, они подвешиваются такие в турецком стиле. Вот так, и они, видите, сюда одеваются. Есть настольные такие лампы. Интересные. А вот это, смотрите, 1000 лир. Такой слон, да, светильничек. Вот там внутри у него лампочка. Красиво будет, да, гореть, необычно. И вот чем-то похожие. Также, видите, дырочки. Это все с дерева сделано или кожа плотная. Внутри лампа. Интересно. И такие какие-то миски. Не знаю, залиты они каким-то стеклом. Но это не дерево. Это из чего-то она сделана. А потом все залито. Или еще фильм, помните? Семен Семенович Шпак. Кто с вами говорит? Ой. Иван Васильевич меняет профессию в телефонной будке. Помните, как пародировал голосом женским? Такой артист Куравлев, если кто помнит. Ой, как это все давно было. Боже мой, как летит время быстро. Ребята, не успеваешь. Ничего не успеваешь. Все пролетает. Смотрите, сколько колец разных, бижутерии. Такое кольцо. Ой, оно прицепилось здесь, и сова такая, видите? Колечко есть. Здесь такие маски из дерева. Смотрите, какая интересная, да? Вот такая маска. Еще сделана из дерева. Это привозные, наверное, откуда-то, видите? Какая длинная, интересная. Ой, тяжелый такой подсвечник, сюда свечу ставить. Много чего есть. Вот такие фляги. Это что такое непонятное? А, колокольчик, видите? Это вот его подвешивали и колокольчик. Вот за эту дергали, и он звонил на дверь. Такие штучки из дерева сделаны. Ждун. Похож типа нашего ждуна, но такой китайский. Я не знаю, как его называют. Где животик гладят ему, чтобы денежки были. Такие бокалы для пива. Ну, это с Европы, скорее всего. Все доставлено. Вот такие в Чехии были популярны. Часы в огромном количестве. Всякие разные браслеты. Смотрите, как интересно сделаны, да? С камушками. Есть кольца такие, ребята, смотрите, какие. Поближе покажу. Это мужские кольца, перстни. А вот такой интересный, смотрите, в виде птицы, да? Необычный. Фотоаппараты.
чем-то похож. Помните, был Фэт? По-моему, у нас дома был у отца такой фотоаппарат. Фэт назывался. Ну, чем-то похож. А это, конечно, вот, смотрите, совсем старинный. Вот такой. Смотрите, какие черевички кожаные полностью, да? Такая плотная кожа со шнурочками. Вот это что-то такое, непонятная подставочка. Такие слоны. Красиво смотрятся. Можно и для дома поставить куда-нибудь на шкафчик или на стол. Красиво будет смотреться для оформления. Такая интересная доска. Но это тяжелая, скорее всего, я не знаю, или плотный пластик, или гипс, что-то такое. Это современное уже, не старого плана модели. Мясорубка. Смотрите, какая, да? Старенькая. Вот такая форма у нее, смотрите. Видите, как необычно. Не как сейчас идет сеточка, да, ножи. Это видно, что уж совсем старая. Утюг такой с ручкой деревянной. А в детстве, помните, родители вырезали пацанам вот такие игрушки из дерева. Здесь всякие разные штучки. Я не знаю, что это такое. Какие-то колбочки. Если кто знает, напишите. А там что-то еще такое гремит. Лампа. Похожие лампы уже я застала. Такие газовые были. Наливаешь сюда вот эту ручку подергаешь и поджигаешь, и отсюда будет огонь. Подсвечники такие. Ой, тяжелые, бронзовые, что ли. Очень тяжелые. А вот для кофе, видите, какая кофейник интересный. Вот сюда кофе, ручка такая кожаная. Очень интересный. Хочу показать, смотрите, какой меч. Но это, скорее всего, сувенирный такой. А может и нет. На подставке, я думаю, это сувенирный. Туфельки, да? Смотрите, какие интересные. Это как в Японии, да, вот такие вот ходили. Маленькие есть, но это, скорее всего, сувенир. Я не думаю, что ходили. А может и ходили, видите. Ножка маленькая. Японцы, они сами невысокие, ножки маленькие. Такие еще поделки из дерева. Здесь что это? Это открывашки, видите? Для бутылок. Такие. Еще вот это, я не знаю, наверное, на дверь вешают, да, чтобы вот типа ручки такой стучать можно. И ключи, посмотрите, какие. Это ж какой ключ огромный. Здесь уже, мне кажется, это более декоративные вещи такие. Вот это еще такая пчела. Как отделка на двери. Вот что-то где-то ставить для украшения интерьера в доме. Такая божья коровка. Это жук какой-то или божья коровка. Видите, сама вот, видите, голова как у жука, рогоносца какого-то. Такой черный жук. Кружочки, как у божьей коровки. Ой, это для ложек. Видите, сюда можно положить, наверное, ложку или еще что-то такое. Может, для чего-то другого, не знаю. А это, видите, для двери вешается и стучать. Прикольные такие штучки. Ребята, смотрите, шапки норковые. Видите, какая модель интересная. Тут еще перья такие с брошечкой. Это прям, не знаю, модная, конечно, была в то свое время шапочка женская, головной убор. Перчатки, я смотрю, вот такие, видите, на мотоцикле ездить.
Хорошая модель. Такая защита есть. И в ассортименте цвет разный. Прикольные. Дальше пошли машинки большие. А вот такой, смотрите, мотоцикл. Люлька прям деревянная сделана. Такой интересный. Вот такая модель большая. Ребята, мы уже почти подходим к концу. Сейчас посмотрим последние прилавки. Вот такой котик с камня, да, с камня сделан. Рыбка, все с камня. Вот такие штучки. Ой, какая она тяжелая, прям я не знаю, с чего это сделано. Какой-то металл тяжелый. Вся летая полностью. Портсигары такие старенькие. А вот это что такое непонятное? Смотрите, какая штучка интересная. Что это такое? Видите, для табака, наверное. Не знаю, что это. Сейчас спрошу. Мне объяснял продавец, это что-то туда засыпают. Да. İlaç kutusu bu. А, я вижу что-то другое İlaç уже, да. kutusu. Мгм. Çok değerli bir ürün bu. Мгм. Bak bu da öyle. Buna ilaç Ну, katıyorsun. это для косметики, да, понятно. Так, ну это видно, что совсем старые тарелки. Все металлическое такое. Вот это что-то такое непонятное. Что-то. То ли пресс какой, то ли, видите, она ручка разбирается. И получается, если ты готовишь на расстоянии над костер, да. Я поняла, это османская, он говорит, все. Вот эта ручка раскладывается, она получается длинная. И сюда что-то, если вы насыпаете и держите над огнем, не будет горячо рукам. И также, видите, кофейник. Вот кофе заваривать, ручка откидывается, и очень удобно брать. А сюда еще такая деревянная палочка, наверное, вставлялась, чтобы не обжигать руки. Очень продумано все было. Ну и такие подсвечники, канделябры, видите, малахит и бронза. Вот это что-то такое, посуда. Лампы. Ну, лампы это уже более современного плана. Ну, старые, конечно, но не Османской империи. Друзья, мы с вами прогулялись по блошиному рынку. Вы сами все увидели. Я всегда делюсь с вами. Напишите, пожалуйста, в комментариях, понравилось вам что-нибудь или нет. Или зря мы приехали сюда. В общем, пишите в комментариях, мне очень интересно. Обязательно поделитесь, есть ли у вас такие рынки и что продают там, старые вещи или такие уже более современные. В общем, мне тоже это интересно. На сегодня я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. До новой встречи в новых видео. Мы еще много чего не сняли, обязательно снимем. И я поделюсь с вами. И, как всегда, возьму вас с собой. Все, друзья. Всем пока-пока. Хорошего дня, отличного настроения.